Всем привет! И это видео о двух местах, которые обязательны к посещению, если вы путешествуете по Праге вместе с детьми. Первое — это Пражский зоопарк. Это один из самых больших и интересных зоопарков в Европе. В Пражском зоопарке очень большое разнообразие животных, и условия их содержания очень хорошие. Все животные выглядят ухоженными, и все вольеры максимально приближены к естественной среде обитания. Но не будем все же забывать, что это зоопарк, и лично у меня складывается такое ощущение, когда я посещаю такие места, что это животные смотрят на меня, а не я пришла посмотреть на животных. Очень много сделано интерактивных зон, например, вольеры с кенгуру можно было даже заходить, и всех животных можно увидеть на улице или в помещении, в крытых вольерах. Например, бегемот принимал ванную в крытом вольере, но также у него есть бассейн и на улице. Также обстоит дело и с жирафами, зебрами, слонами большими. И очень здорово, что и в помещении, и на улице можно увидеть этих животных. Дети были в восторге, даже наша младшая дочка, которой всего 1,5 года. Также в зоопарке можно увидеть, например, кормление некоторых животных, и там даже стоят стенды такие, написано, в какое время и где будет происходить кормление. Например, так мы орангутанов застали за едой и вот таких вот прекрасных индийских слонов. Я однозначно рекомендую Пражский зоопарк для посещения, а также советую выделить для этого целый день, потому что территория огромная, животных много, и они все невероятно красивые и интересные. Ну а также на этой огромной территории зоопарка располагаются сувенирные лавки, различные кафе и места для отдыха или перекуса, развлечений различные для детей. И расскажу вам о втором месте, которое мы успели посетить и которое не менее интересно. Это музей истории и естествознания. По моему мнению, этот музей особенно интересным будет детям школьного возраста, ну и взрослым, конечно. Вообще он очень здорово сделан, и очень много таких интерактивных вещей и экспонатов, которые не спрятаны под стеклом, а стоят вот так вот, можно поразглядывать, а есть даже такие, которые можно и потрогать. Лично мне этот музей напомнил ожившую книжку по истории, по биологии. Это невероятно интересно и познавательно. Коллекцию этого музея собирали больше 200 лет, а экспонаты привезены со всего мира. Музей славится не только своими экспонатами, но история самого здания не менее интересна. Кстати, здесь снимали кадры к фильму «Казино Рояль», а также в здании есть потрясающий купол вот такой, над которым можно подняться, и с купола открывается прекрасный вид на Прагу. Особенно интересны вот такие вот залы с животными. Многие, конечно, выполнены совершенно в ненатуральную величину, но зато можно рассмотреть все детали, и они парят в воздухе, парят под потолком, и это не менее интересно. Создается впечатление, будто попал в большую такую интересную энциклопедию, где можно найти ответы на любые вопросы. Все животные, представленные здесь, выглядят очень реалистично. Есть, кстати, и настоящие чучела, но есть, конечно же, и макеты.
но все равно сделано все очень здорово, очень классно, особенно животные. И также здесь висит огромный скелет Финвала. Это кит древний такой, и этот скелет 22 метра в длину. И, кстати, интересный факт: когда была последняя реконструкция музея, скелет даже не смогли вынести, и для него просто сделали большой защитный купол, чтобы он не пострадал во время реконструкции. На этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно, и спасибо за просмотр.